Начну с небольшого вступления о том, что вы наверняка слышали такие фразы, выражения, как «искусство вне политики», «интеллигенция должна быть аполитичной», но история и современность показывают, что эти сферы очень тесно переплетены и взаимозависимы. Культура всегда отражает политическую среду. Искусство, литература, музыка часто реагируют на политические события, выражая протест, поддержку или критику. Например, произведения Дмитрия Шостаковича или Пабло Пикассо были напрямую связаны с политической ситуацией своего времени. Интеллигенция отчасти формирует и общественное сознание. Ученые, писатели, художники, музыканты не только создают культурные ценности, но и влияют на идеологию, поднимают острые социальные вопросы и предлагая альтернативные взгляды. Политика также использует культуру как инструмент влияния. Государства часто используют культуру для пропаганды, национального единства или демонстрации силы. Российский певец Шаман, нажимающий на красную кнопку на сцене, вам для освежения памяти. Также подобное можно наблюдать в организации культурных фестивалей, выставок или фильмов. История полна примеров взаимодействия. Движения, такие как русское народничество, французский сюрреализм или американский гражданский активизм 60-х. Все они объединяли культуру, интеллигенцию и политику в общественные явления. В целом, многие мыслители и деятели культуры выступали против диктатур, войны, несправедливости, показывая, что культурный и политический активизм могут сосуществовать. Но не нужно сбрасывать со счетов тот факт, что культура помогает также формировать идеи. Идеи о равенстве, свободе, правах человека. Все они часто рождались в произведениях искусства, философии или научных трудах. Таким образом, культура, интеллигенция и политика не только совместимы, но и взаимно обогащают друг друга. Они вместе формируют общество и его будущее. Итак, с началом Великой пролетарской культурной революции в 1966 году в Китае начались массовые кровавые репрессии интеллигенции и научного контингента. Один за одним погибали известные профессора, ученые, поэты, художники и музыканты. Были проведены масштабные мероприятия по ликвидации религии и духовенства. Гонениям подвергалась не только интеллигенция, но и иностранные общественные организации, профсоюзы и так далее. Культурная и научная деятельность была парализована. Преподаватели-реакционеры, то есть интеллигенция, отличались от прочих чудищ и демонов, как их называли хунвейбины, ведь они вели себя упрямо. Поэтому лишь за 40 дней в 1967 году в одном только Пекине были забиты насмерть 1700 человек. Это были ученые, преподаватели университетов. В этот же период за короткое время покончили с собой 17 профессоров Шанхайской консерватории. Эта история поразительно напоминает то, что сегодня делает российская власть со своими оппонентами из интеллигенции. Любое проявление независимости, участие в международных проектах или даже обычное сотрудничество с зарубежными коллегами мгновенно клеймится как иностранное влияние или предательство. Талантливых людей, представляющих культуру и искусство, превращают в мишени для репрессий, обвиняя их в мифических сговорах и подрыве национальных интересов. Власть использует этот инструмент, чтобы заглушить любые голоса, которые осмеливаются думать или действовать иначе. Обо всем я уже очень подробно рассказывала в предыдущем видео, так что можете его воспринимать как первую часть этой темы. Это же видео как продолжение. Так вот, действия, которые Россия сейчас совершает против интеллигенции, выступающей против войны, можно обобщить следующим образом. Первое. Криминализация высказываний. Принятие законов, запрещающих критику армии, правительства и в целом спецоперации, а по сути вторжение России в Украину. Возбуждение уголовных дел за дискредитацию или фейки о действиях армии. Аресты за участие в антивоенных митингах и публичные высказывания против войны. Преследование за публикации в соцсетях или СМИ, даже если они датировались до начала войны. Закрытие независимых СМИ, блокировка ресурсов, удаление или ограничение контента, который не соответствует кремлевской позиции, увольнение и отчисление педагогов и студентов из образовательных, культурных и научных учреждений, отзыв их государственных наград, лишение званий и статусов,
введение ограничений на выезд для деятелей искусства и науки, отказ в международных гастролях и проектах, запрет на постановки, выставки, публикации произведений, если их высказывания даже в социальных сетях содержали критику войны или власти. Исключение таких авторов из библиотек и программ образовательных учреждений. Обязательно надпись «Иноагент» на изданиях таких авторов. Общественное осуждение в государственных российских СМИ. Организация кампаний травли в интернете и угрозы со стороны анонимных источников, по сути, не только путинской ботафермы, но и платных и бесплатных членов отрядов Путина. Штрафы за антивоенные действия или высказывания, замораживание счетов, изъятие имущества, присвоение статуса иностранного агента организациям и лицам, критикующим оккупацию, обязательное указание этого статуса на всех платформах, что усложняет деятельность людей, создание психологических условий, при которых представители интеллигенции вынуждены покидать страну, и препятствование их возвращению, угроза расправой и преследования. Эти меры направлены на подавление инакомыслия, устраняется и быстрыми темпами ретушируется любое альтернативное мнение. Также подконтрольные СМИ часто используют следующие эпитеты и выражения в адрес интеллигенции, которая выступает против войны. Национал-предатели, Иуда современности, враги народа, агенты Запада, иностранные шпионы, проплаченные грантоеды, безродные космополиты, отрыжка 90-х, паразиты на теле страны, элита в кавычках, посредственности, которые мнят себя творцами, самозванные лидеры общественного мнения, деструктивные элементы, пособники украинских нацистов, шумное меньшинство, вечно недовольные, продажные души, грантоеды, западные прислужники, стипендиаты Сороса, ну или просто Соросята, проплаченные агенты влияния, либеральная мразь, западофилы, культурные носители чужих ценностей, русофобы под личиной интеллигенции, пятая колонна, идеологические диверсанты, рупоры западной идеологии, разжигатели ненависти к своей стране, антипатриоты, враги русского мира, отказники от национального самосознания, снобы на зарплате у врага, интеллектуальная обслуга Запада, вирус ненависти к родине. А все эти люди, заметьте, были не последними людьми страны. Как хорошо, что за них не стыдно. Перечислю вкратце некоторых, если вы вдруг забыли. Дмитрий Быков, Ленор Горалик, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгорь, Александра Архипова, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Лёва Би-2, Дмитрий Муратов, Жанна Агалакова, Яна Троянова, Станислав Белковский, Руслан Белый, Семен Слепаков, Земфира, Ася Казанцева, Александр Эткинд, Екатерина Шульман. Понятное дело, этот список не является исчерпывающим и отражает лишь малую часть деятелей культуры и искусства, науки и общественных фигур, получивших этот статус иностранного агента, причем только лишь за 3 года. А как известно, по-моему, каждую пятницу туда вносятся новые имена. Так что актуальную информацию по этой теме вы уже сможете найти на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. К тому же есть новый реестр под названием «Русофобы». Ну, если нужно, вы можете по ссылке пройти. Очень интересно, занимательно. Что можно на это сказать? Кайф, конечно, ни разу не 37-й год. Каталог людей. Их пересчитают и заклеймят. А кого-то, вероятно, и посадят. В целом об этом термине попозже. Знаете, называть кого-либо врагами народа – это крайне специфическая риторика, которая пришла к нам из болезненных исторических корней, из советского прошлого, особенно в период сталинских репрессий. Этот термин активно использовался в 30-50-х годах XX века для обозначения тех, кого считали противниками режима, и очень часто бездоказательно. Какие же схожие приемы? Ну, во-первых, стигматизация через ярлыки. В СССР использование термина «враг народа» служило лишь для обесценивания людей, их идей, их достижений. Современная же практика внесения людей в список иноагентов также приводит к
к маргинализации и насильственного создания негативного общественного мнения об этих людях. Вас контролируют через страх. Так, в сталинский период массовые репрессии и обвинения в контрреволюционной деятельности формировали что? Конечно же, атмосферу страха. Аналогично статус иноагента в современной России можно рассматривать как инструмент давления, ограничивающий даже свободу слова. Я уже молчу про какую-то культурную деятельность. Это, безусловно, унижение через бюрократические ограничения. Ведь людей, призванных врагами народа в СССР, лишали социальных и профессиональных прав. Сегодня статус иноагента накладывает юридические ограничения, такие как необходимость маркировки публикаций, предоставление отчетов о финансировании и так далее. То, что усложняет работу и личную жизнь. Обязательное использование государственной пропаганды. Так, в СССР СМИ часто формировали образ врага, чтобы оправдать многотысячные репрессии. В современной же России статус иноагента сопровождается массовым освещением в пропагандистских источниках, чтобы всячески дискредитировать человека в глазах общества. Ведь мало кто пойдет что-то там проверять, пытаться логически мыслить, выстраивать какие-то связи в голове. Телевизор и партия сказали – все, патриот сделал, не сделал – не патриот, враг народа. Никаких лишних мыслей в голове не должно быть. Конечно же, в сталинский период обвинения часто сопровождались ссылками или смертными казнями, тогда как статус иноагента сегодня пока что не влечет за собой таких мер, но схожесть в том, что некоторые по-иному мыслящие люди уже сидят в тюрьмах. Кто-то уже умер. Например, такие, как Павел Кушнир. Но и без этого репутационные и профессиональные последствия могут быть очень тяжелыми. Безусловно, без всякого сомнения, современная практика стигматизации и дискредитации оппонентов, будь то в форме врагов народа или иноагентов, имеет сходство с советскими методами подавления инакомыслия, так же, как и с пропагандой времен Мао Цзэдуна. И это плохие новости для нас. Ведь это отражает авторитарные тенденции, где власть стремится подавить критику, контролировать общественное мнение, даже путем дискредитации культурной интеллигенции. И на это есть 6 ключевых общих аспектов. Первый – создание образа врага. В обоих случаях враги народа или иноагенты представляются как угроза идеологии или безопасности страны, объединяя общество против них. Второе. Дискредитация, изоляция. Ведь и там использовались публичные обвинения и запрет на профессиональную деятельность для изоляции неугодных. Третье. Преследование таких интеллектуалов. Ученые, писатели, художники становились и продолжают становиться мишенями, так как их взгляды противоречат власти. Четвертое. Массовая пропаганда через СМИ. Так, в Китае пропаганда через партийные газеты, радиостанции и массовые митинги убеждала граждан в необходимости репрессий. Там также образ врага формировался повсеместно. В наши же дни медиаресурсы активно формируют нарратив о необходимости борьбы с иноагентами, врагами. Пятый ключевой общий аспект – это поддержка доносительства, создание атмосферы подозрительности, как через законы, так и через призывы сообщать о нелояльных гражданах. Во время культурной революции в Китае людей вынуждали доносить на соседей, доносить на коллег, даже членов семьи, чтобы доказать свою лояльность партии. Ну а в современное время атмосфера подозрительности создается через законы о дискредитации армии, запрещающие критику войны и горячие линии для доносов на каждого и его подозрительную деятельность в кавычках. Шестой общий пункт, что все это под соусом защиты. Все репрессии оправдываются необходимостью защиты идеологии, защиты традиций и национальной безопасности. Ну а что с социумом? СССРовско-имперские сторонники отчасти копируют агрессивное поведение сторонников власти, стараясь подавить, а точнее максимально громко загавкать инакомыслие.
Сравнение с хунвейбинами возможно и может быть оправдано, если подчеркивается агрессивная лояльность определенных групп, подчеркивается их телевизороголовый фанатизм. И это не прямое обвинение, а скорее образное выражение, которое в любом случае легко воспринимается и в целом передает идею. Ну и, конечно же, обвинение всего и вся в русофобии. Любая критика такой агрессии имеет единственный контраргумент на это: вы тут все русофобы. По нескольким причинам. Первая причина – это скорее отвлечение внимания от сути проблемы. Обвиняя в русофобии, сторонники агрессии переводят разговор из плоскости фактов, на которые у них очень часто рвется логическая цепочка, в эмоциональную сферу, где проще играть на патриотических чувствах, вызвать таким образом сочувствие. Термин русофобия используется, чтобы дискредитировать критику в свой адрес, как, мол, предвзятую и, мол, необъективную. Да, уничтожаем, а вот обвиняющие нас просто Россию не любят. Русофобы. Это помогает представить оппонентов как врагов не конкретного режима, а уже всей нации, которая по этой причине должна срочно консолидироваться из-за страха перед внешними и внутренними врагами. Конечно же, это невозможность принять критику. В целом, в нынешнем российском обществе, где сильна государственная пропаганда, критику часто воспринимают как личное оскорбление или угрозу национальному самосознанию. А термин русофобия помогает оправдывать любые жертвы, любое горе, любые репрессивные меры, изоляцию, агрессию, выставляя свои действия как защиту от несправедливого отношения к себе. Ну и таким образом вместо конструктивного диалога выбирается использование такого термина для подавления любых критических голосов. Конечно же, и в среде иноагентов, не без засланных казачков, ведь причины, по которым не все иностранные агенты из среды творческой интеллигенции и не только выступают искренне, могут быть разнообразными. Но, во-первых, могут намеренно регистрировать некоторых людей или организации как иностранных агентов для того, чтобы дискредитировать остальных. Такие засланные казачки могут делать громкие заявления, которые впоследствии выглядят нелепо, могут вносить раздор. Некоторые могут использовать свой статус как просто способ привлечь внимание или поддержку извне, преследовать собственные карьерные интересы, а не искренне выступать против политики. Кто-то может играть в двойную игру, то есть часть таких людей может сознательно или несознательно сотрудничать с властями, даже имея свой статус, а это позволяет уже не только отслеживать настоящую оппозицию через ложных активистов, но и укреплять нарратив о том, что все оппозиционеры продажные. И все это нужно для создания путаницы, ну и впоследствии недоверия. Ну и в конце приведу знаменитый текст, который наглядно демонстрирует, как на протяжении истории России ее интеллектуальная и культурная элита сталкивалась с репрессиями, изгнанием, цензурой или вынужденной эмиграцией. Итоговый вывод на это сделать невозможно, так как становится на одни и те же грабли там регулярно. Но в целом можно сказать, что Россия на протяжении веков создавала великих деятелей культуры и искусства, великих деятелей науки, но ее политическая система часто не ценила и угнетала своих собственных талантливых граждан. Преследование и давление на свободомыслящих людей приводили к утрате интеллектуального и культурного капитала, что и лишало страну не только творческих достижений, но и теперь уже здорового будущего, которое люди могли бы построить. Свобода мысли, самовыражения, творчество – это основа процветания здоровой нации, а подобное подавление всегда приводило, приводит и будет приводить к культурным и гуманитарным потерям. Вопрос о том, кто виноват в формировании нынешнего нездорового общества, нравственно и морально, очень сложен. Множество факторов. Во-первых, историческое наследие, репрессии. В России веками существовала централизованная власть, подавляющая инициативу, свободомыслие и независимость личности. Реформы, как правило, сопровождались насилием.
Советский период с его репрессиями, уничтожением интеллигенции, пропагандой и культурной изоляцией сформировал общество, где страх и отсутствие критического мышления стали нормой. Лучше молчать, целее будешь. Государственная пропаганда, безусловно, повлияла. На протяжении десятилетий она формировала мировоззрение общества, в котором моральные ориентиры заменялись лояльностью к власти. Это и препятствовало формированию критического мышления и уважения к правам личности. После распада СССР Россия получила шанс на развитие, но отсутствие сильных институтов гражданского общества, независимых СМИ и правозащитных структур привело к углублению авторитаризма. Экономическая несправедливость также влияет, она создала социальное напряжение, цинизм, снижение качества образования, ограничение доступа к альтернативным точкам зрения, что тогда в СССР, что сейчас. Вот эти бесконечные блокировки нежелательных организаций, нежелательных запрещенных соцсетей, пропаганда псевдонаучных теорий – все это также мешает обществу формировать морально зрелых граждан, но и, безусловно, ответственность самих граждан. Люди часто предпочитают не сопротивляться, а общество, не готовое отстаивать себя, свои права, невольно становится соучастником деградации. Таким образом, ответственность за деградацию лежит на многих: на исторической системе управления, на политической элите, на разрушении институтов, а также на самих гражданах, которые часто выбирают пассивность. Ну и вот тот самый текст. Радищева сослали, Пушкина сослали, Лермонтова сослали, Достоевского приговорили к смертной казни, но пожалели и сослали, Толстого отлучили от церкви, Бунин покинул страну, Нижинский покинул страну, Лифарь покинул страну, Кшесинская покинула страну, Анна Павлова эмигрировала, Тэфи эмигрировала, Саша Черный эмигрировал, Леонид Андреев эмигрировал, Мережковский эмигрировал, Гиппиус эмигрировала, Прокудин-Горский эмигрировал, Набоков эмигрировал, Кандинский эмигрировал, Шаляпин эмигрировал, Алехин эмигрировал, Корчной эмигрировал, Камский эмигрировал, Каспаров эмигрировал, Костенюк эмигрировала, Рахманинов эмигрировал, Стравинский эмигрировал, Репин эмигрировал, Михаил Чехов эмигрировал, Марк Шагал эмигрировал, Николай Бердяев эмигрировал, а с ним и целый философский пароход выдворили из страны. А там Сергей Булгаков, Иван Ильин, Лев Корсавин, Николай Лосский, Михаил Осаргин, Петерим Сорокин, Федор Степун, Сергей Трубецкой, Семен Франк, Сикорский эмигрировал, Зворыкин эмигрировал, Сергей Щукин эмигрировал, Королев еле выжил в лагере, Вавилова год пытали, спаситель человечества умер от голода. Маяковский покончил с собой, Есенин покончил с собой, Гумилева расстреляли, Ахматову не публиковали, Мандельштама сослали и убили, Мейерхольда избили в подвалах и расстреляли, Зинаиду Райх убили в собственной квартире, Михоэлсу подстроили аварию, искусствоведа Лихачева сослали, Николая Эрдмана сослали, Бабеля пытали, расстреляли, Заболоцкого отправили в лагерь, Введенский умер по дороге в лагерь, беременную Ольгу Бергольц в подвале забили так, что она там же родила мертвого ребенка. Цветаеву довели до самоубийства. Латышский театр Скатуве расстреляли в полном составе. Хармса заморили голодом в психушке. Весь еврейский антифашистский комитет расстреляли. Театр Таирова закрыли. Николая Леонтовича, автора «Щедрика», расстреляли. Булгакова травили и не публиковали. Пьесы Шварца запрещали сразу после написания. Пастернака травили и не публиковали. Бродского сослали и выжили из страны. Шаламова мучили в лагере. Солженицына травили, сослали и выжили из страны. Довлатова травили, эмигрировал. Галича преследовали, эмигрировал. Виктора Некрасова травили, эмигрировал. Сахарова сослали, Параджанова посадили. Коржавина посадили, эмигрировал. Губермана посадили, эмигрировал. Барышников не вернулся, Нуреев не вернулся. Эрнст неизвестный эмигрировал. Тарковский эмигрировал.
Войнович эмигрировал, Генис эмигрировал, Евтушенко уехал, Аксенов уехал. Ростроповича и Вишневскую лишили гражданства, выгнали из страны. Юрия Любимова лишили гражданства, выгнали из страны. Тарковского выжили из страны. Высоцкого запрещали, Анну Политковскую убили, Влада Листьева убили, Артема Боровика убили, Сахаровский центр закрыли, мемориал ликвидировали. Набелиату Муратову залили краской лицо. Набелиат Абрикосов эмигрировал, Набелиат Гейм эмигрировал, Набелиат Новоселов эмигрировал, родители Сергея Брина эмигрировали. Весь «Дождь» выдавили из страны. Милашину неоднократно избивали. Райхельгауза уволили, Рыжакова уволили, Звягинцев уехал из страны, Роднянский уехал из страны, Кабаков уехал из страны, Гельман уехал из страны, Трегулову уволили из Третьяковки. Фильмы Сакурова запретили. Акунин уехал из страны, Гребенщиков уехал из страны, Шишкин уехал из страны, Филипенко, писатель, уехал из страны, Дмитрия Быкова отравили, уехал из страны, Шендерович уехал из страны, Сорокин уехал из страны, Глуховский уехал из страны, Пелевин уехал из страны, Зыгорь уехал из страны, Улицкая уехала из страны, Эйдельман уехала из страны, Зубов уехал из страны, Белый уехал из страны, Хаматова уехала из страны, Туминас уехал из страны, Крымов уехал, спектакли закрыли, Серебренников уехал из страны, Гоголь-центр закрыли, Вырыпаева запретили, Макаревич уехал из страны, Пугачева уехала из страны, Филипенко, актер, уехал из страны, Евгений Кисин уехал из страны, Михаил Воскресенский уехал из страны, Ахиджакову выгнали из театра, Назарова уволили за стихи, Шевчуку отменили концерты, театр Додина опечатали, Светлану Петрийчук посадили за пьесу, Женю Беркович посадили за спектакль. А еще Борис Немцов, Максим Галкин, Валерия Новодворская, Анна Политковская, Галина Старовойтова. Прям список иноагентов и русофобов. А уничтожает русскую культуру все равно Запад. Но я понимаю, что тех, кто слушает Баскова, Шамана, Мизулиной поклоняется, смотрит 4-часовые прямые включения, для него все эти списки не актуальны. Их кумиры всегда рядом. Все, до чего не могут дорасти умом, вырывают с корнем. Вытравливают лучших. Сброд остается. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!